Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала и ведический астролог. И сегодня мы с вами говорим о прогнозе на февраль 2026 года для скорпионов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то, пожалуйста, обратите внимание, что я ведический астролог, и прогнозы здесь публикую по ведической астрологии. И поэтому для того, чтобы прогноз у вас работал, вам нужно знать свой восходящий знак в идеале, если вы знаете точное время своего рождения. И если вы не знаете точное время своего рождения, тогда знак зодиака Луны по ведической астрологии. Как узнать свой восходящий знак, знак зодиака Луны по ведической астрологии, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на обучение и на курс. Вот 23 февраля стартует второй поток по Чародаше для ведических астрологов, ну, либо на составление личного гороскопа, если вам это необходимо. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает скорпионов в феврале 2026 года. 2 февраля будет полнолуние в вашем девятом доме гороскопа. Полнолуние в девятом доме гороскопа, как то, что завершает какие-то процессы, может означать получение какого-то ответа, либо завершение какого-то процесса, связанного с государственными органами, связанного с отцом, связанного с религиозно-философской какой-то темой в вашей жизни, связанного с учителем, руководителем, с налоговыми органами, с государственными органами. Может быть какое-то окончание какого-то обучения, окончание каких-то курсов, окончание какого-то путешествия. И я напомню, что вторая половина февраля для вас могла оказаться немножко такой суетливой, потому что в ваш третий дом гороскопа зашло много планет. На момент еще записи, когда я записываю это видео, когда оно будет выходить, вы еще это можете так интенсивно чувствовать, когда вам нужно много дел переделывать, много разъездов, много договоренностей, много общения. То есть у вас такое скопление планет в третьем доме гороскопа, в доме контактов, коммуникаций, в доме коротких поездок, документов. И в феврале эта история начнет меняться. 3 февраля по 10 апреля Меркурий будет идти по вашему четвертому дому гороскопа. Это достаточно долго, потому что Меркурий будет еще и ретроградным в вашем четвертом доме гороскопа с 26 февраля по 20 марта. То есть он будет откатываться назад, и некоторые вопросы, которые вы будете решать по Меркурию в четвертом доме гороскопа, они могут решаться с задержками, с препятствиями, с необходимостью пробовать решить их еще раз или каким-то образом переделывать. А вообще в целом, о чем говорит Меркурий в четвертом доме гороскопа? Как планета контактов, информации, коммуникаций, Меркурий будет склонять вас к тому, чтобы повыяснять, поизучать, почитать, подумать, может быть, на тему недвижимости, транспорта, на тему общения с мамой, может быть, пообщаться с мамой или что-то для мамы повыяснять, какие-то документы, может быть, для мамы пооформлять. Помимо этого, есть тенденция на путешествия по этому Меркурию, на какие-то поездки, путешествия, на то, что могут друзья к вам приезжать в гости, а может быть небольшое расхламление, выбрасывание каких-то мелочей из дома, какие-то тайны, секреты вы можете узнать, или какую-то внезапную информацию, какую-то тайную информацию о том месте, где вы живете, о недвижимости, о транспорте, о маме тоже может быть, либо в отношениях с мамой могут вскрыться какие-то секреты. И все в таком роде. В целом дома может быть суетливо, когда Меркурий идет по четвертому дому гороскопа. Это может означать, что дома такая суета, вы, может быть, часто куда-то уезжаете, часто куда-то уходите, либо много людей, туда к вам кто-то приезжает, и может быть много мелких дел по дому. Ну, то есть какая-то суета теперь домашняя будет. Была такая суета больше туда-сюда ездить, документами заниматься, со всеми общаться, а здесь начинается пристальное внимание к дому. С 5 февраля по 1 марта по четвертому дому гороскопа пойдет Венера. И Венера, кстати, тоже подчеркивает вероятность каких-то дальних поездок.
но не только дальних поездок, но еще и того, что к вам кто-то может приезжать в гости, особенно лица женского пола, подруги какие-то, либо просто женщины какие-то. Вам могут привозить какие-то вещи, одежду, косметику, либо может быть еще автомобиль, если вы покупаете, то есть в этом транзите может быть покупка автомобиля. Если вы покупаете автомобиль, то вам его могут привезти откуда-то в этот период времени, либо какие-то запчасти к автомобилю могут привезти. Помимо этого, если вы не вернее, если вы в отношениях, но живете по отдельности, то этот транзит может означать съехаться вместе с партнером по личной жизни, то есть парнем с девушкой, либо начать жить вместе в целом, либо вместе поехать куда-то в путешествие, где-то пожить в какой-то гостинице, где-то. Партнер может вам помогать в вопросах место жительства машины, то есть может быть совместная покупка с партнером машины, может быть партнер может помогать ремонтировать машину, наводить порядок дома и что-то в таком роде. В целом Венера планета красоты, любви и творчества, и в транзите по 4-му дому гороскопа Венера дает благоприятный результат с точки зрения того, что мы размягчаем свое сердце, я бы сказала так. 4-й дом – дом внутреннего ощущения счастья. И когда Венера идет по 4-му дому гороскопа, мы становимся милее, добрее, мы становимся спокойнее, мы становимся умиротвореннее, в чем-то даже более привлекательны для других людей. То есть очень хорошо, когда Венера идет по 4-му дому гороскопа, наверное, для психологического комфорта в первую очередь. Но помимо этого нам хочется украшать жилье, какие-то, может быть, шторы вешать, заниматься каким-то украшательством, либо просто наслаждаться тем местом, где вы живете, любоваться, говорить, как прекрасно, ходить гулять вокруг и все в таком роде. То есть наслаждаться жизнью и простыми обычными бытовыми вещами. С 13 февраля по 14 марта в 4-й дом гороскопа зайдет еще и Солнце. Вот Солнце интересное, он нам обещает результаты. Во-первых, Солнце в целом проясняет какие-то вопросы, связанные с местом жительства, с транспортом, с мамой, с недвижимостью. Но еще Солнце указывает на то, что тут может быть несколько вариантов. Вот я сейчас перечислю для скорпионов, какие могут быть варианты. Во-первых, работа-дом очень сильно будут зависеть друг от друга, и может быть так, что перемены в одной сфере повлекут перемены в другой сфере. То есть если вы, допустим, меняете работу, то меняете работу с необходимостью смены места жительства. Либо меняете место жительства, и у вас меняется работа. Также это может означать, что вы на какое-то время можете брать работу на дом, уходить на удаленку, если вы работаете в офисе, например. Либо если вы работаете из дома, то вас могут выгонять из удаленки на работу на какое-то время в офисе. Помимо этого, получение или оформление какого-то статуса на недвижимость, транспорт и для мамы еще по этому Солнцу. Ну и в принципе, когда Солнце идет в транзите по 4-му дому гороскопа, дома может быть какая-то праздничная атмосфера, либо может быть вы можете устраивать какой-то праздник. 17 февраля будет солнечное затмение в 4-м доме гороскопа. Солнечное затмение у нас бывает не часто, и результат солнечного затмения до полугода. И результаты солнечного затмения, помимо этого, не у всех будут одинаковы. Все будет зависеть от того, в каких градусах в вашем личном гороскопе будет проходить это солнечное затмение, задевает ли оно какие-то важные точки. Для солнечного и лунного затмения я обязательно сниму еще отдельное видео. Но в целом солнечное затмение в 4-м доме гороскопа разрешает в течение ближайшего полугода, даст какие-то события, связанные с местом жительства, с транспортом, покупка-продажа недвижимости, покупка-продажа транспорта, получение права на проживание, это вид на жительство, гражданство, это какие-то перемены в жизни мамы или перемены во взаимодействии с мамой. Тоже это может быть ремонт, это может быть перестройка какая-то и так далее. Все, что касается 4-го дома. Смена школы у детей, если ребенок учится, и у вас тоже что-то связано, может быть, со сменой школы, если у вас не недвижимость, не транспорт, то во взрослом возрасте тоже может быть что-то, допустим, если у вас есть своя школа,
И помимо этого, это еще и психологический у нас дом, который влияет на нашу психику, поэтому будьте бережнее к своему психологическому здоровью в этот период времени, так как четвертый дом — дом внутреннего ощущения счастья. И затмение в четвертом доме, оно может давать некоторую тревожность, некоторые перемены в вашем психологическом самочувствии. И лучшее, что вы можете сделать для себя в этот период времени, это быть к себе бережнее и отстать от себя, не требовать от себя каких-то достижений, не требовать от себя чего-то сверхъестественного. Ну и с 23 февраля по 2 апреля в четвертый дом гороскопа зайдет еще и Марс. И видите, получается так, что Меркурий и Марс у нас будут достаточно долго идти по вашему четвертому дому гороскопа. А Марс — это главная для вас планета, это планета, которая отвечает за ваше здоровье, за ваше физическое перемещение, за ваше тело, за все, что связано с вами. То есть вся жизнь крутится вокруг этой планеты, вокруг первого дома и вокруг планеты, управляющей первым домом. И Марс у нас перемещается в четвертый дом. То есть, во-первых, он как бы тоже эту тенденцию укрепляет на то, что все вопросы, которые нас волнуют, это вопросы, связанные с мамой, с недвижимостью, с транспортом, с, может быть, документами на эти дела, со статусом этих дел, с уровнем, каким-то уровнем этих дел, да, степени, насколько они там готовы у вас, насколько они у вас решены. Но помимо этого, Марс, то есть это как бы мы физически туда перемещаемся, получается, мы в домике, мы сидим дома чаще, мы дома чаще находимся, может быть, либо мы больше пытаемся решить эти вопросы, связанные с домом. Но поскольку Марс — это планета конфликтности, может быть такое, что у вас дома ремонт какой-то, что у вас дома шумно, что вы там чего-то мастерить возьметесь, либо будете печь, колоть, резать, сжечь. То есть такая активная деятельность домашняя. Дом как мастерская в этот период становится, когда вы что-то начинаете делать. Помимо этого есть и указания на то, что могут быть еще и какой-то ремонт, может быть, недвижимости, транспорта, может быть, помощь маме, в том числе в посещении поликлиники, каких-то банковских организаций и так далее. Но еще и у мамы тоже, кстати, могут быть периоды, когда она тоже там ходит по косметологам, по иглоукалыванию какому-то, по таким процедурам. Марс немножко уже повреждает внутреннее ощущение счастья, когда вот как будто бы чуть-чуть свербит, и чем-то мы недовольны, и от того, что мы недовольны, мы очень сильно хотим действовать. Вообще, на самом деле, я люблю периоды транзита Марса по четвертому дому гороскопа, потому что он наделяет нас очень сильной решительностью на то, чтобы что-то изменить в нашей жизни, взять себя в руки, взять себя вот так вот за горло, наступить собственной песней на горло и сделать, добиться того, чего хочешь. То есть он дает такое ощущение: вижу цель, не вижу препятствий. Еще одна маленькая ремарка: вот эти вот все транзиты по четвертому дому гороскопа, они влияют на 10-й дом гороскопа, на дом, который у нас отвечает за статус, репутацию и карьеру. Поэтому под этим транзитом еще могут активно происходить перемены и в работе какие-то, и в статусе. То есть, может быть, решаются вопросы, допустим, не просто с недвижимостью, а с вашим статусом, как вы, допустим, владелец недвижимости, там, соучредитель или еще что-то. Точно так же могут быть меняться должности в работе и какие-то в целом, может быть, наименование отделов или еще что-то. То есть какие-то турбулентности в работе в этот период тоже могут происходить. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на февраль 2026 года для скорпионов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.